Всем привет, дорогие друзья, с вами Евгений Чайвай-Чайка, и сегодня я покажу раунд с матча против Flipside с прошедшего в Кракове мажора. Первая половина матча была довольно плотной, и все ожидали, что поменяв сторону, эта борьба продолжится. Но за атаку на трейне НАТО-свинцеры показали очень интересные заготовки, и именно этот раунд показался мне самым скоординированным. Ключевые моменты при сплите А, на которые стоит обратить особое внимание, это фейки, которые растягивают защиту по всей карте, и open kill наверх-низе, что соединяет два вектора атаки на плент. Флейми занимает мейн издали, чтобы не получить урон от стартовых гранат. Вскоре он подтягивается ближе к выходу, чтобы видеть проход сотки и тень выходящего в упоре. К середине раунда Флейми выдвигается с мейна и дает молотов между синим и зеленым. Далее, ожидая более активных действий звена наверх-низе после open фрага, он поднимается на вагон, чекает сайт и, получив инфу о двух игроках защиты, ему не удается забрать никого с собой на упокой. Сист в соло идет на зелень, и так как его никто не разменяет, он не высовывается с сейф угла, пока КТ не кладут отрезающий дым. Далее он откидывает хае на случай, если снайпер защиты сидит перед своим смоком. Сист простреливает дефолтные точки, показывая таким образом свое присутствие, чтобы противник не отпускал позицию, которую атака не собирается занимать. После чего он ретируется к тиммейтам, продолжая контролить зелень. Раскидывает бэплэнд, используя дым на нижний парапет, молотов между красным и синим и дефолтную флешку. Далее он закрывает выход сверх-низа, ложит подобранный дым, который отзонит коннектор для сейвовой установки в дефолте, и остается контролить люркера. Выждав противника, он без проблем ставит точку в этом раунде. На старте Simple дает флешку на нижний, по типу «не вздумай запушить», разбивает окна для раскида и контролит лестницу. После чего он через окно пробрасывает огонь на выход, чтобы закрыть игрока вверх-низе, и дает хае внутрь. Когда Сис стягивается в зелень, Simple контролит поджим с длины. Далее он заменяет падшего Флейми, выходя в мейн при сплите А плента, и, имея всю информацию о позициях от Егора, делает свои минусы. Очистив точку, Simple ставит C4 на переднем дефолте и контролит линии. По инфе Сизда он отрезает верх-низ смоком, чтобы в случае фейла последнего не устроить конвейер. Эдвард занимает старт бойлеров, откидывает хае на низ и контролит верхний. Далее он стягивается к Симплу, простреливает плент и под свою же моменталку делает опен по бедняге вверх-низе. Эдвард ложит дым под выход на А и возвращается для контроля люркера с Б. Когда Simple сообщает о готовности выходить с мейна, Эдвард открывается на снайпера, но, к сожалению, проигрывает дуэль. Под флешку Guardian открывается на нижний. Получив дым, он пытает удачу, простреливая позицию за B4, но там никого не оказывается. Спускается вниз после open фрага и крайне сейвово контролит ближние позиции. На выходе Guardian пытается разменять Эдварда, но противник на него не суется. После смерти вражеского снайпера Словак занимает транс, он зонит коннектор молотовым и делает минус на игроке в линиях. Далее он придерживается правила «высоко сижу, далеко гляжу», поэтому он занимает центральную точку открытого плента, красный вагон, и делает второй минус в идентичной первому позиции. Словак заканчивает раунд уже в более сейвовой точке, на зеленом вагоне, контроля вверх-низ по инфе Сизда. Вот такие раунды в очередной раз доказывают нам, что Трейн — это лучшая карта рожденных побеждать, и они готовы показывать на ней хорошее исполнение, даже не в самые светлые для команды времена. На этом у меня все. Спасибо за просмотр, ставьте пальцы вверх и пишите свои мысли по поводу этого раунда, и как, по вашему мнению, его можно было законтрить. Ну а мы с вами увидимся через какое-то там количество времени.